Несмотря на объявленное прекращение огня между сирийскими демократическими силами и действующим правительством Сирии, достигнутое вечером 20 января 2026 года, ситуация на севере страны продолжает стремительно обостряться. Уже в первые часы после вступления договоренностей в силу поступили сообщения о возобновлении боевых действий. Курдские источники утверждают, что генерал Мазлум Абди вновь отказался от сделки с Дамаском, а сирийские правительственные силы спустя несколько часов после объявления перемирия нанесли удары по позициям курдских подразделений. По данным местных источников, столкновения зафиксированы практически по всей Северной Сирии. Ранее Министерство обороны Сирии официально объявило о введении режима прекращения огня во всех районах проведения операций с вечера 20 января сроком на 4 дня. В заявлении подчеркивалось, что этот шаг был предпринят в рамках договоренности между сирийским государством и СДС и рассматривался как часть более широкого процесса национального урегулирования. Дамаск заявлял о намерении обеспечить успех начатых усилий, сохранить безопасность и территориальную целостность страны, а также продолжить борьбу с ИГИЛ и другими радикальными группировками. Однако данные, поступающие с мест, свидетельствуют о том, что режим тишины оказался крайне нестабильным. Главное командование СДС заявило о своей полной приверженности соглашению и подчеркнуло, что курдские силы не намерены начинать военные действия первыми. При этом представители СДС отметили, что оставляют за собой право на ответные меры в случае атак. Вскоре после этого курдские паблики сообщили об артиллерийских ударах по району Зиркан на линии Тель-Тамир, после чего, по их утверждению, курдские подразделения были вынуждены открыть ответный огонь. На фоне этих событий поступают сообщения о перемещении различных вооруженных формирований в приграничных районах. В частности, отмечается концентрация сил народной мобилизации Ирака у сирийской границы. Одни источники связывают это с попытками предотвратить возможный поток беженцев и не допустить распространения конфликта за пределы Сирии, другие рассматривают происходящее как дополнительный фактор давления, способный повлиять на баланс сил в регионе. Одновременно курдские формирования активизировали действия на турецкой границе. В ходе массовых протестов и переходов через пограничные пункты, таких как Нусайбин-Камышла и Семалка, курды сорвали турецкие флаги, забросали камнями здания консульства и открыто атаковали турецкие посты, что вызвало жесткую реакцию Анкары и применение огневой силы турецкими военнослужащими. Со стороны сирийского правительства продолжают поступать сообщения о продвижении армии в северо-восточных районах страны. По официальным данным, подразделения правительственных войск достигли окраин Хасеки и были размещены в ряде стратегически важных точек вокруг города, включая районы вблизи въездов в городской центр. Сирийская сторона утверждает, что на фоне договоренностей о прекращении огня интенсивность боев в районе Хасеки и Айн-эль-Араба снизилась, а столкновения, вспыхнувшие в ходе продвижения к востоку от Ефрата, прекратились в предрассветные часы. При этом курдские источники дают иную картину происходящего. Генерал Мазлум Абди в своих заявлениях вновь подтвердил отказ от соглашения с Дамаском, подчеркнув, что курдские силы отступили преимущественно в районы с курдским большинством. По его словам, защита этих территорий является красной линией, от которой СДС не намерены отказываться. Абди также заявил о значительном росте атак на объекты в лагерях Аль-Шадади и Аль-Холь, где содержатся боевики ИГИЛ и члены их семей. Он отметил, что лагерь Аль-Холь подвергается интенсивному давлению и попыткам захвата, а курдские подразделения в ряде случаев столкнулись с бронетехникой и танками, что вынудило их отойти с позиций. В своих обращениях Абди также обвинил сирийское правительство в продолжении атак на Хасаку, Кабани и прилегающие районы, указав, что Дамаск не отреагировал ни на одну из инициатив по прекращению огня, выдвинутых за последние 2 недели.
Он вновь призвал международную коалицию взять на себя ответственность за безопасность лагерей и тюрем с боевиками ИГИЛ, подчеркнув, что дестабилизация этих объектов создает прямую угрозу региональной безопасности. Кроме того, он призвал сирийские власти прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров. Заявления Абди получили поддержку со стороны ряда курдских политических и военных деятелей. Сообщается о продолжающемся развертывании подразделений Пешмерга на границе с Ражавой, а также о присутствии части сил в Камышлы. Параллельно фиксируются сообщения о подготовке переброски вооруженных формирований курдов Ирана в северо-восточные районы Сирии. На местах также отмечается участие армянских бойцов, добровольно присоединившихся к защите Ражавы. По данным источников, они действуют совместно с курдскими подразделениями и сосредоточены в районах с преимущественно армянским населением, а также на стратегических участках вдоль линии фронта. Параллельно пешмерга встали на один фронт с курдами Ражавы. Бойцы элитного контртеррористического подразделения пешмерга вооруженных сил иракского Курдистана, прибывшие на помощь своим курдским братьям в Хасеке, заявили: «Сегодня мы сражаемся плечом к плечу с нашими братьями. Да здравствует сопротивление Ражавы!» В ответ на эти заявления представитель Министерства обороны Сирии, бригадный генерал Хасан Абдулгани, выступил с обращением к курдскому населению страны. Он подчеркнул, что курды являются неотъемлемой частью сирийской нации и пообещал защиту их прав в рамках единого государства. Абдулгани сослался на президентский указ номер 13 как на шаг по восстановлению гражданских, культурных и языковых прав без дискриминации. Он подтвердил наличие договоренностей с СДС по провинции Хасеке и заявил, что министерство выполняет свои национальные обязанности, включая борьбу с ИГИЛ и готовность взять под государственный контроль все лагеря и тюрьмы боевиков. При этом СДС было сделано предупреждение о необходимости строго соблюдать условия прекращения огня и воздерживаться от атак на сирийскую армию и силы внутренней безопасности. Региональная напряженность усиливается и за пределами Сирии. Потоки курдских добровольцев из Турции и Южного Курдистана продолжают прибывать в Ражаву, что сопровождается конфронтацией с турецкими войсками на границе и разрушением символов турецкой власти. Эти события дополнительно демонстрируют риск региональной эскалации и необходимость международного контроля над ситуацией. Международные посредники продолжают попытки удержать ситуацию от дальнейшей эскалации. Спецпосланник США по Сирии Том Барак заявил, что нынешний момент может стать для сирийских курдов историческим шансом интеграции в единое сирийское государство. По его словам, США ведут активные переговоры между Дамаском и СДС по реализации соглашения от 18 января, которое предусматривает включение бойцов СДС в национальные силовые структуры, передачу стратегических объектов и тюрем ИГИЛ под контроль государства, а также интеграцию гражданских институтов. Барак подчеркнул, что США не заинтересованы в долгосрочном военном присутствии в Сирии и считают приоритетом территориальную целостность страны и предотвращение возрождения ИГИЛ. Отметим, что курдской стороне стали известны новые детали недавнего телефонного разговора Трампа с Аль-Джулани, в ходе которого, по их информации, Трамп потребовал прекратить столкновения с курдами. Как сообщает Ал-Монитор со ссылкой на источники, Трамп призвал прекратить боевые действия против курдских сил СДС, при этом Аш-Шараа якобы пообещал не вводить войска в город Хасеке. В то же время курдские паблики предупреждают, что Джулани может использовать обходной маневр. Вместо сирийской армии в город могут быть направлены представители арабских племен, лояльных Дамаску, как это уже происходило ранее в Сувейде. В то же время курдские источники продолжают выражать сомнения в реализуемости этих договоренностей. По их данным, на местах сохраняется высокая интенсивность столкновений,
Продолжаются передвижения войск и вооруженных формирований, а режим прекращения огня остается крайне нестабильным. Все это указывает на то, что, несмотря на многочисленные заявления и дипломатические усилия, север Сирии остается зоной повышенного риска, где любое локальное столкновение может перерасти в более масштабную эскалацию. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми узнавать о самых важных событиях в мире и на Ближнем Востоке.